Друзья, всем привет! Меня зовут Дмитрий, я доктор, автор системы управления здоровьем. Мы начинаем запись короткого видеокурса, который нацелен на то, чтобы дать вам необходимый объем знаний, достаточных знаний, чтобы вы могли буквально сейчас начать практиковать систему управления здоровьем и уже сейчас начать улучшать свое здоровье, возвращать нормальное качество жизни и приобретать навыки, которые вам позволят сохранять высокое качество жизни. Про меня вы можете почитать на моем сайте Шеменков.ру, обо мне есть раздел замечательный, я останавливаться на этом не буду. Коротко вначале только скажу, что пользу от этого видео, от этого курса вообще в целом вы получите только в том, если вы действительно имеете потребность в улучшении здоровья, если вы осознаете эту потребность, если вы четко понимаете, какие у вас есть проблемы, есть ли у вас вообще проблемы, если вы четко для себя знаете, что весь ваш предыдущий опыт, все знания, которые у вас есть, не помогли вам решить те проблемы, которые вы сейчас испытываете. В физиологии мы знаем, из физиологии то, что деятельность любых живых систем движется от потребности к удовлетворению. От потребности к удовлетворению движется и наша с вами активность. Если бы у вас не было потребности в том видео, которое вы сейчас слушаете, вы бы его не смотрели. Поэтому избежать самообмана на самом первом этапе, честно признать наличие какой-то проблемы со здоровьем, в жизни в целом, в разных обстоятельствах жизни, это важный шаг на пути к настоящему здоровью. Что такое здоровье? Есть несколько определений здоровья, и одно из таких наиболее широко распространенных, наиболее емких определений здоровья — это определение Всемирной организации здравоохранения. Здоровье — это состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Из нормальной физиологии мы знаем другое определение здоровья, которое тоже в целом созвучно. Это состояние оптимальной жизнедеятельности, творческой самореализации с положительным эмоциональным тонусом. Из физиологии мы знаем, что это состояние нормы. Состояние здоровья таким образом касается вообще абсолютно всех сегментов нашей жизни. Это касается и нашего физического здоровья, и психического состояния здоровья, и социального здоровья, здоровья отношений, экономического здоровья, способности зарабатывать деньги, и способности реализовывать самих себя, способности творить в том числе. И если вот так вот упростить, то, наверное, самые главные компоненты здоровья, а это так или иначе та цель, к которой мы идем, мы хотим восстановить для себя здоровье, мы хотим научиться поддерживать это здоровье. Так вот, в первую очередь, это, конечно же, состояние, в котором мы осознаем, что мы действуем лучшим из возможных способов, конкретно сейчас. Это, безусловно, положительные эмоции, удовлетворенность и счастье. И это, безусловно, всегда очень интересное творческое состояние. То есть это не состояние дня сурка, когда все одно и то же повторяется. Вот в таком состоянии цикла жить достаточно скучно. Это, в первую очередь, очень интересное такое творческое, насыщенное состояние. Ну и, наконец, мы с вами давайте выполним сейчас практику, которая нам позволит прочувствовать уже нашу цель. Я назвал эту практику практика «Любой или любимый день». Ну, изначально она сформировалась как практика самого лучшего дня в моей жизни. Так вот она прозвучала на тренинге нашем «Настоящая цель». Но на деле это, конечно же, не самый лучший день в нашей жизни, потому что как-то это очень обреченно звучит, потому что самый лучший день, он, наверное, какой-то последний там где-то, то есть, или там последний самый лучший день в жизни. Ну, в общем, как-то это достаточно грустно звучит. Поэтому вот пришло осознание, что все-таки это не самый лучший, а вот любимый день в нашей жизни. И вот парадоксально так случилось на острове Панган, когда у нас был тренинг, у нас был один момент, когда мы практиковали вместе с группой утреннюю практику, и в ходе нее мы делали физические упражнения. И сказав группе: приведите сейчас любую ногу к телу, я вдруг осознал, что вот это выражение «любую ногу», оно подразумевает не просто любую вообще, потому что это сразу же некую какую-то такую тревожность выбора нам дает. То есть мы не понимаем, а какую конкретно. Вот. Но если мы поймем, что слово «любая», оно созвучно со словом «любимая», имеет один общий корень — «люба», то есть ту ногу, которую хочется привести, ту ногу, которая понравилась, то получится, что вот слово «любой», созвучное с словом «любимое», лучше получается название для практики, которую мы сейчас с вами будем выполнять. Так что практика — это не самый лучший день,
а практика любимый день, мой любимый день. Или, получается, любой день может быть любимым днем на самом деле. Он не самый, это подразумевает то, что мы уходим от какого-то такого соревнования среди дней. Так вот, как выполнить такую практику? Вот, да очень просто. Вы просто сейчас закройте глаза, пока вы смотрите это видео, и представьте себе свой любимый день своей жизни. Вот любимый. На мгновение просто загляните вовнутрь и представьте себе, каков этот день. Это действительно он прекрасный день такой. Какие у вас ощущения? Что такое самый любимый день? Вообще даже не самый любимый, а любимый просто день. Вот любой день. Он не самый, он не последний. Он. Попробуйте сейчас вот запомнить свое состояние, которое вы почувствовали, а лучше даже записать. Обратите внимание также на то, что вы делали во время этого любимого дня, чем вы занимались, что вы делали полезного для других людей, что одновременно с этим приносило бы вам настоящее удовольствие. То есть не просто вот это ощущение дня самого по себе, мы сейчас к этому вернемся, к ощущению, я вам расскажу о своем, но еще в том числе, что же, как вы себя реализовывали во время этого дня, что вы делали. Вот. Если вдруг вам мешают какие-то негативные мысли, то есть говорящие о том, что ой, ну это невозможно, это не при каких обстоятельствах и прочее, сейчас они не имеют никакого совершенно отношения к делу, к цели конкретно, которая нами сейчас руководит. Поэтому просто почувствуйте, вот, выполните практику. Мысли эти потом можно подумать, почему это там невозможно и прочее. Сейчас нас это не касается. Мы сейчас выполняем практику, в которой все возможно. Вот. Собственно говоря, что такое мой любимый день? Я вам поделюсь своими переживаниями, специально записал. Вот, что для меня это такое? Ну, в первую очередь, это счастливый день. То есть, любимый мой день, он не может быть несчастным днем. Это все-таки счастливый день, в первую очередь. Это, конечно же, день неповторимый, уникальный. Вот другого такого же дня как-то не было и не будет. То есть, он все равно он отличается от каких-то предыдущих дней. И я не хочу, чтобы у меня все дни были похожи один на другой. То есть их наполненность этих дней, она все равно будет разной. То есть даже, может быть, и в чем-то повторения какие-то, конечно же, будут, потому что я, в том числе, и стабильность не помешает в этом дне, но все равно этот день чем-то будет отличаться. То есть это будет все равно уникальный день. Потом этот день, он не содержит каких-либо обязательств и ожиданий. То есть именно тех обязательств и ожиданий, которые невыполнимые, которые я не могу выполнить. Безусловно, какие-то обязательства могут присутствовать, это естественная часть жизни, но это радостные обязательства, которые мне приятно выполнить, которые я могу выполнить в первую очередь. Но в том числе это же не содержит и каких-то ожиданий других людей, которые невыполнимы, и какие-то привязанности это не содержит к ожиданиям. Это очень важный момент. Безусловно, в этот день я чувствую себя честным самим собой и с миром. У меня нет никаких искажений, у меня нет никаких искривлений, у меня нет необходимости искажать информацию, врать мне нет необходимости. Я чувствую, что я на прямой связи с миром. Я окружен любимыми и любящими людьми, это тоже очень важно. Я, безусловно, занимаюсь любимым делом в этот день. Я чувствую легкость в теле, я чувствую физическую крепость в теле. Я воодушевлен, я хорошо знаю, что хочу делать завтра. Я ощущаю выполняемое и выполненное предназначение. Я чувствую, что я сделал все. Моя деятельность, безусловно, несет добро и пользу окружающим и мне самому. Это очень важно. Голос какого-то внутреннего осуждения и суждения молчит. Ему нет времени заниматься осуждением, потому что все мое существо в данную секунду времени торжествует и целостно в осознании того, что это самый лучший день, это любимый день моей жизни. Сбиваюсь на самый лучший день, но все-таки любимый день, это любимый день моей жизни. Я его люблю. И у меня нет страха, у меня есть уверенность в этом, у меня нет сомнений, у меня есть знания. И я чувствую баланс, гармонию и красоту. Я чувствую, безусловно, достаток. Финансовый поток достаточен для решения текущих задач и для реализации моих будущих планов. Вот мое описание дня, как я его почувствовал. Безусловно, вы можете что-то убавить, добавить свое как-то. Это ваш день, это ваш любимый день. Вот самое главное, мы уверены в том, что в каждое мгновение этого дня мы действуем лучшим из возможных способов. Мы чувствуем, что это оптимальная жизнедеятельность. Мы физически это переживаем. Мы находимся, безусловно, в творческой реализации. Мы творим, мы создаем что-то новое, мы реализуем самих себя. У нас есть ощущение этой реализации.
И, безусловно, это ощущение сопровождает оптимальный или положительный эмоциональный тонус. Я чувствую себя выше нуля однозначно. И в какие-то определенные моменты, когда совершаются какие-то когда мне удается себя реализовать, я чувствую себя, безусловно, превосходно. Я чувствую себя счастливым человеком. Это очень важно. Ну и важно очень осознать, что вот такая цель, вот именно вот это состояние, вот это переживание носит, конечно же, универсальный характер. Если вы представите мысленно, что вы собрали, воспользовавшись машиной времени, вы собрали все копии самих себя за каждый год своей жизни собрали в одном зале, и вот у вас есть возможность с ними как-то переговорить, договориться, то, скорее всего, вот эта цель, переживать вот это универсальное целевое состояние, будет вашей потребностью в каждое мгновение вашей жизни. То есть, чем бы мы ни занимались, как бы мы даже ни грешили, что бы мы ни делали, вот сохранение этого состояния, присутствие духа, сохранение осознание того, что мы действуем лучшим из возможных образов, то, что мы себя реализуем, то, что мы получаем положительные эмоции, в общем-то, то состояние, которое, надеюсь, вы сейчас почувствовали, выполняя практику, оно для нас носит все-таки такой универсальный характер, мы хотим его постоянно ощущать, каждый день нашей жизни, во всех мгновениях нашей жизни. Мы хотим быть здоровыми. Во всяком случае, все люди, которые потеряли это состояние, которых я встречал на протяжении своей жизни, у них нет никакого иного смысла, кроме как вернуть себе хотя бы частицу этого состояния. Поэтому здоровье для нас все-таки такая важнейшая, универсальная ценность, которую мы хотим ощущать, которую мы хотим чувствовать, и мы хотим чувствовать хорошее качество жизни, оптимальное качество жизни. Для нас это очень важная цель. Так вот, система управления здоровьем в действительности и тот курс, который вы сейчас конкретно слышите, и последующие уроки, которые вы получите, они позволяют вам постепенно проявить это состояние в нашей жизни, и нам всем позволяет это, и мне позволяет это проявлять постоянно, как постоянно практикующему человеку, не забывать об этом состоянии, чувствовать его наличие в жизни непрерывно, потому что это состояние является нормой для нас. Это очень важно. С физиологической точки зрения состояние здоровья – это нормальное состояние для живой системы. И это состояние включает в себя счастье. Это очень важно. То есть счастье – это нормальное состояние для живой системы. Собственно говоря, мы, используя естественное, заложенное в нас природой механизмы саморегуляции, можем вернуться в такое состояние и можем находиться в таком состоянии. Ну, а для того, чтобы, собственно говоря, не выпадать из этого состояния, нам нужна практика. Поначалу мы будем воспринимать практику как нечто дополнительное, как нечто, пришедшее в нашу жизнь извне. Но парадокс заключается в том, что мы говорим с вами о естественных, натуральных механизмах здоровья, поэтому практики, которые вы получите, домашние задания, которые я вам дам, они постепенно станут частью вашей жизни, неотъемлемой частью вашей жизни, неотрывной частью вашей жизни, и вы просто в какой-то момент почувствуете, что это даже не особенно там практика какая-то, то есть вы просто будете естественным образом это использовать для того, чтобы быть здоровым и счастливым, как зубы чистить по утрам, то есть это очень гигиеничная такая процедура. В принципе, вы можете и не чистить, но может пахнуть изо рта, зубы быстро разрушаются. Да и не очень приятно, если вы уже привыкли. Вот. Потом, когда перестаете, не очень приятно, вы это знаете. Вот то же самое, элементы гигиены, здоровья, о которых мы сейчас говорим, принципиально важны для поддержания и сохранения здоровья. Итак, домашнее задание. Домашнее задание первое, самое главное, это после этого видео попробуйте еще раз. Просто загляните вовнутрь себя, закройте глаза, прочувствуйте это состояние. Как вот он настал, этот ваш любимый действительно день. Когда он настал, вы его действительно переживаете как состояние лучшего дня. Вот до этого момента это, безусловно, лучший день. Он уникальный, он неповторимый. Были до этого лучшие дни. Сейчас новый лучший день. Я так это переживаю. Каждый день для меня любимый мой день, это как лучший день переживается. Я знаю, что да, были до этого прекрасные дни, но именно-то сейчас, вот он, это мой действительно лучший день. И будут другие дни, я это знаю. Поэтому мы и говорим, что это любимый день, что это любой день может стать таким самым лучшим и любимым днем. Так вот, прочувствуйте его. Вот он, как вы его ощущаете, что вы делаете во время этого дня. Запишите свои ощущения, запишите то, что вы делаете, побудьте дольше в этом осознании этого дня и запомните, что это ощущение норма. То есть вот состояние, в котором вы вот это ощущаете физически, вот это, как ваш день проходит. Вот вы проснулись,
Вы осознаете, что это вот сейчас настал этот тот самый любимый, лучший день в вашей жизни. Как? Вы никому ничего не должны, вы никуда не торопитесь, не бежите. Вы делаете то, что вам нравится, то, что вы любите. Вы выполняете какие-то гигиенические процедуры, вы выполняете какую-то утреннюю практику, которая способствует восстановлению вашего здоровья, улучшению вашего здоровья. Делаете вы ее с любовью, со вкусом, вам она нравится, вам она несет возвращение сил, энергии, вы чувствуете свежесть жизни, вы освобождаетесь от долженствования, вы переходите дальше к событиям дня, которые приводят к вашей самореализации, которые вам нравится, хочется делать, которые вас связывают с другими людьми, которые заряжают вас энергией творчества, которые какую-то несут свежесть, новизну, безусловно. И помогают другим людям соприкоснуться с этими ощущениями, помогают им решить какие-то прикладные, конкретные проблемы в жизни. И вы это делаете, вы, безусловно, принимаете пищу, наслаждаетесь этим, у вас есть семья, у вас есть близкие люди, с которыми вы все это вместе делаете, это очень важно тоже. Дети, вы играете с ними, возможно, какое-то время тратите на отдых обычно, на какую-то простую игру, может быть, на простое безделье, что очень важно. Может быть, останавливаетесь на дневной сон, может быть, вы путешествуете, может быть, вы читаете что-то там, смотрите какие-то фильмы или ходите на оперу или на какие-то концерты. То есть просто себе. Это бесконечная абсолютно свобода для творчества. И осознайте, как ваш день завершается, как вы это делаете вместе с семьей, с близкими людьми, как ваш день приходит к завершению, к концу, как вы оставляете свои дела и как вы наслаждаетесь вот этим вечером, закатом, когда вся природа замолкает и когда все становится тише и тише, и как вы потихонечку успокаиваетесь, как вы в этой тишине погружаетесь в состояние за пределами долженствования, за пределами движения к каким-то активным рабочим целям. Все, вы выполнили предназначение этого дня, вы переходите потихоньку к состоянию отдыха, расслабления, глубокого покоя, и вы засыпаете. Вот представьте себе, как этот день проходит, как в вашей жизни это происходит, как он наслаждение, какое он наслаждение несет, вот это чувство новизны, какое несет этот день. Вот это чувство сотворения, чувство пользы, чувство сопричастности, чувство единства с окружающими людьми, насыщенности, чувство физической полноценности, чувство прекрасных ощущений в вашем теле. Вот это представьте себе, это целевое состояние, это очень важно. Запишите себе эти ощущения. Запишите себе то, что вы делаете, то, что вам приносит удовлетворенность, как вы приносите пользу другим людям и как это вам несет самим ощущение реализации. Любые какие-то идеи, которые будут вам мешать на этом процессе, отбросьте их. Они не имеют сейчас отношения к делу. Мы сейчас не разбираем, почему эти идеи не имеют отношения к делу и почему они вам не помешают. Это мы на следующих уроках пройдем. А сейчас главное ощущение, главное почувствуйте. Пусть это будет как такое чудо, такое волшебство в вашей жизни. Оно возможно абсолютно. В моей жизни оно случилось. Я вам потом расскажу, как это произошло конкретно уже в следующих шагах. А сейчас просто почувствуйте это волшебство, и оно абсолютно реально. Запомните это состояние как норму. Мы будем возвращаться к этому состоянию время от времени в последующих практиках, вспоминая его по слову норма. Это нормальное состояние жизнедеятельности. Вот это волшебство жизни – это норма. Норма – это здоровье. До встречи на следующих уроках.